Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Расклад Таро. Что произойдет в период коридора затмений 17 февраля и останется с вами в марте? Что ждет в ближайшие дни? Чего вы пока не видите, что скрыто, а между тем, что ожидается в будущем, что вам по судьбе? Рассмотрим совет Таро с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И останемся реалистами. Рассмотрим как один из альтернативных вариантов и будем добрее к самим себе. Конечно, мы все разные, но я так надеюсь, что мы проведем с вами приятное время и подсказки какие-то вы все же получите. Начинаем мы с цыганского старинного пасьянса. Какую конфигурацию с первых дней, буквально в ближайшие дни, совсем скоро? Тут выложат карты, но тут нужно быть осмотрительным, не замечтаться. Смотрите, сразу карта предупреждает. Змея. Змея – это тот человек, который скрыт, как кстати. Он нам невидим, имеется в виду не потому, что он невидимый, а потому что, к примеру, ведь известно, и у нас пока до 17-го год змеи, кстати. Это 17-го год огненной лошади, и вы можете прочитать на моем сайте китайский гороскоп. Вообще перейдите в описании под видео, там ссылки на статьи есть, самые разные. Есть и психология, есть и гороскопы. Каждый найдет что-то для себя интересное. Но я о чем? Предыдущий год змеи был, да? И, видимо, вот этот переход или змеиный режим, мои дорогие водолеи, он вам явно пока не помешает самим. Потому что мы знаем, змея, она наблюдает, анализирует, делает выводы. Но и бросок змеи, он молниеносен. Вот до того момента, как вы себе скажете «пора», вот сейчас пора, есть то, что нужно еще проанализировать, пронаблюдать. Но если это касается людей, да, конкретных, то тут тоже люди говорят одно, думают другое, поэтому явно нельзя замечтаться. Будьте внимательны, особенно, когда вы оказываетесь в каких-то учреждениях. Не рассказывайте себе много. Умейте держать паузу. Опять же, психология, наука, все очень просто. Уметь выдерживать паузу – это такой психологический прием. Вот представьте, это вот совет не просто от карт, это от жизни, можно сказать. Вы пришли к какому-то чиновнику, к официальному человеку решить свой вопрос. Вы ему рассказываете, а он молчит. Первое, знаете, когда человек молчит, не откликается, мы же надеемся на диалог, верно? Мы думаем, наверное, что-то я там не то рассказала, или, наверное, плохо рассказал. И мы начинаем рассказывать, продолжая углубляться в какие-то детали, а человек опять молчит. Мы в замешательстве. Думаем, не, надо что-то прояснить, да, или пояснить. И начинаем еще что-то там с подробностями. И вот так, шаг за шагом, мы выбалтываем из себя больше информации, чем собирались в самом начале. Будьте внимательны. Вот сочетание змея и учреждение. У кого-то учреждение образования, у кого-то по работе, у кого-то инстанция. Здесь нельзя о себе рассказать слишком много. Для кого-то из вас. Может быть, такую многоходовочку из-за денег придется делать. И тоже где-то, ну, быть таким аккуратно осмотрительным. Для кого-то из вас именно получение денег. Может быть, эти все три значения, каждое само по себе. Поэтому соберите это воедино, как вы это чувствуете, мои дорогие водолеи. У вас сейчас сильная позиция. Может быть, нельзя потратить деньги на какую-то ерунду, вот тоже, да, потому как карта власти может говорить, что действительно, как будто мы не избежим беседы с персонами, которые имеют сферы влияния, или длинные руки мы говорим, да. Может быть, это и ваша сильная позиция, она тоже вами должна быть применена как-то очень красиво, элегантно, а может быть, вот так по-хитрому. А почему нет? Никто не знает, где закончилась мудрость и наступила хитрость. Мы в разных ситуациях можем быть жизненных. Поэтому, мои дорогие, у вас как будто на 2 составляющие делится жизнь, этапы, да. Может быть, это один этап, но тем не менее он складывается из двух направлений. Одно – это работа, а второе – это личная жизнь. И тут нельзя это все в одну кучу свалить, перемешать. Это точно. Лебедь, конечно, это искренность, это поддержка, это любовь, это верность, самое главное. Но, видите, и змея, то есть не все люди одинаковые. Будьте внимательны. Особенно, может быть, с персонами,
незнакомыми, тех, которых вы еще не изучили, будем говорить, что от них ожидать. Вот у вас сильная позиция и, более того, радость, венок. Всегда это говорит о радости. Но и есть и тот момент, который, ну, все-таки мы не можем как игнорировать, понимаете? Потому что, может быть, и вам надо пронаблюдать за кем-то. Вот я такое могу допустить. Тогда ваши позиции будут еще сильнее, и тогда больше радости будет. Вот как-то я так вижу. Да точно, у вас на кону добрые перемены. Часы– это добрые перемены. Но мы не можем быть неосмотрительными. Вот в очередной раз повторюсь, потому что, как ваша удача, мои дорогие, какая-то возможность, сами по себе добрые события, которые буквально уже вот-вот, вы как подошли, или у вас, может быть, уже что-то в жизни сейчас происходит. Мы ведь иногда бываем, ну вот, на своей совсем волне, да, и мы думаем, что вот у нас сейчас что-то вроде улучшается, да, или есть какие-то такие тенденции, и мы становимся менее внимательны. Вот самое простое даже, да. А в это время кто-то за вами наблюдает, какие-то свои планы строит, делает выводы. Вот нельзя себя как будто нарушить только лишь потому, что мы, ну, попросту даже о себе рассказали больше, чем следует. Поэтому немножко побудьте кошкой, которая гуляет сама по себе. Вот, наверное, основной вывод я делаю из нашего пасьянса именно такой. И да, говорить мы тут будем общаться со всеми. У вас как раз через людей могут и приходить эти перемены или какие-то возможности. Может быть, это будет даже какая-то информация, мои дорогие. Но не все так однозначно. Потому что, смотрите, выпадает месяц, это сомнение. Стало быть, вот эта змея, вот да, то есть есть будет какая-то персона или, может быть, это ваши действия, методы работы, методы выстраивания общения. Вы сами почувствуете в чем-то подвох. Вот вы его почувствуете. И это не просто сомнение. Это скорее вам ваша душа мудрая дает подсказку. А вот здесь, дорогой, будь аккуратен. Вот что-то такое. Ладно, пока я с вами говорю долго, я не вижу больше совпадений. Поэтому пойдем с вами дальше. И если мы спросили у карт, что скрыто, да, вот такой у нас будет тоже расклад на как советы Таро. Вот давайте узнаем, чего же вы пока не видите, что от вас скрыто. Первая карта. И что станет явным, что прояснится в феврале и будет продолжено в марте. Что будет дальше, да, как разворачиваться события. Ну и в конечном итоге к чему приготовиться, к чему это все идет, как события февраля повлияют на вашу жизнь в марте. И по основным сферам жизни. Что ждет вас в личной жизни? Что ждет вас в отношениях? И мы рассмотрим в трех позициях. Для тех, кто в паре, для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство, и для тех, кто в сложных отношениях. Что ждет вас в работе? И финансы тоже что ждет? Итак, что ж там скрыто? Вы как будто в семье, да, ну, будем говорить, может быть, это построить отношения и построить семью. Тут явно что-то вы, да нужно продолжать. Десятка пентаклей, у кого-то вопросы денег. Что скрыто? Может быть, по деньгам какая-то ситуация тоже скрытая. Давайте узнаем поподробнее. Что же скрыто? Ну, тут какая-то радость. Тут радости по деньгам, получение денег, это точно. Вы можете сомневаться, а вы их таки получаете. Или вы можете искать, к примеру, вот это сочетание будет говорить о близких людях, о тех, кто вас поддерживает. Вот у вас лебедь, верность, точно. Есть те люди, которые вас, знаете, и хотят поддержать, и болеют за вас всей душой. Для кого-то из вас это вопросы детей, вопросы места вашего пребывания, то есть сама по себе недвижимость, какие-то такие темы, которые составляют как важные составляющие нашего благополучия. Поэтому здесь, а с чем это связано? Что же тут скрыто? А вы о чем-то сомневаетесь. Вы сомневаетесь. Карта искаженного восприятия. Девятка мечей. Во-первых, девятка по нумерологии– это всегда перемены. Но наша девушка как будто засиделась, да, вот в этой комнате. Она не видит, что уже солнце на восходе. Уже как-то вот все изменилось
И, может быть, те мысли, которые были прежде, как ночью, да, они вообще не имеют значения. Карта будет говорить только об одном. Ты как-то сам себя перехитрил или сам надумал себе что-то, Водолей, и создал для себя совсем не ту историю или какую-то картинку, ее в реальности как будто нет. Ну, посмотрите, у вас вот чего вы не видите, что скрыто. Может быть, это у вас, знаете, как камень преткновения, или ведь это карта апатии иногда, или депрессии, как из разряда «ну, накатили какие-то эмоции, почему, непонятно, ничего не могу с собой поделать», и мы действительно не видим возможности, которые у нас вот буквально совсем близко, которые возле нас. Может быть, карты нам говорят, что скрыто. Ты вот именно не видишь, дорогой Водолей, что тут и любовь, и счастье, и благополучие финансовое. Оно у тебя уже практически как в кармане, в твоих руках. Но ты почему-то совершенно тебе эмоции. Вот эта глубокая философия, она вам сейчас, мои дорогие, явно не помогает. А что же станет явным? Ну, вы в этом разберетесь. Может быть, это, знаете, вы чувствуете сейчас, что вроде как что-то меняется, но раз за разом вы окунаетесь в прошлое, окунаетесь именно, с головой уходите. А тут нам карта говорит: да оставь ты это прошлое в покое, оно не имеет значения. Тебя уже в этом прошлом нет. Вот конкретно обратите внимание. Любая тройка – карта будущего. Тройка мечей, она нам говорит о пережитых сложных эмоциях. Но это было прежде. Вот теперь на смену этим эмоциям должно прийти здоровое равнодушие. Мы не переживаем эти эмоции заново. Мы просто их констатируем. Да, это есть. Даже если нам кто-то приносит эти эмоции, мы их тоже не берем, ну, до души, до сердца. Все то, что вот складывало для вас какой-то грустный опыт, это будет как ситуация, не более. Чтобы мы что-то не повторили, какой-то ляпсус, может быть и так. Но наступает время идти вперед. Конкретно смятая постель, какой-то топчан непонятный, да, и вот этот мрак, бесконечный дождь за окном. Это все в прошлом, мои дорогие. Вот вы, правда, вы этого не видите. У вас будущее. Мы только что с вами об этом говорили. Ситуация выбора. Приготовьтесь, какие-то новости у вас будут. Что-то станет действительно явным. Ну вот, видимо, да, я надеюсь, все правильно понимают. 13-й старший аркан – это всегда трансформация. Вам, может быть, сейчас так тяжело, или где-то воспоминания вас словно душат, да, или накрывают с головой. Но это потому, что не так быстро этот переход легко, просто осуществить между прошлым и будущим. Поэтому где-то и нас словно ломает изнутри, пока мы начнем верить, что в наших силах практически очень многое. Мы можем кардинально изменить свою жизнь, когда пусть это как с чистого листа. Может быть, это для кого-то выбор такой сложный, но карта говорит: отпускай. Вот тут явно есть что-то, что нужно отпустить. К чему приготовиться? Для кого-то из вас это близкий человек, правда, любовь. Король Пентаклей, да, тут не назовешь совсем уж человека, как вдохновляющая сила. Нет, это карта консерватора, но тот, который прочно стоит на земле. Тот, который имеет ресурсы. Для кого-то из вас это могут быть вопросы даже с банками. Может быть, это какая-то тема, которая касается именно финансовых каких-то согласований, может быть, даже важных бумаг, отчетов, кстати, почему нет? Но эта карта, она обычно предвестник того, что у нас как-то все вот так вот складывается хорошо. Может быть, и вам нужно побыть где-то отчасти консерватором, чтобы стабилизировать ваше какое-то положение. К чему все идет? И здесь нам снова говорят о новостях, о каком-то неожиданном моменте. Туз жезлов – это карта шанса, карта возможностей. Прежде мы этого не видели, этого не было. А здесь стоит только, знаете, вдохнуть в себя, как свежий воздух оптимизма или какого-то вдохновения, может быть, для вашего проекта. Но уж точно не вспоминать то, что в вашей жизни, но оно уже не повторится, ведь вот об этом нам говорят карты. И вот эта новость, кстати, очень часто туз жезлов проигрывается с информацией. Это Таро ведьмочек, обратите внимание. Сама по себе какая-то неожиданность. Явно, может быть, будет или конец февраля, или в марте. У нас с вами состоится коридор затмений 28 февраля. Это как точка кульминации, она подводит что-то к концу.
И вы можете это ощущать очень остро. И значит, вот так вот из ниоткуда, из ненацку вылетел вот этот жезл, как из костра. Он оттуда не должен был появляться, по идее, и наша ведьмочка замерла. Это вообще что такое? А это для вас какая-то возможность. Рядом конкретная карта о человеке, который, ну, к вам относится очень хорошо. Может быть, это какое-то предложение. И это предложение не то принимать, не принимать, вы будете думать. Ну, давайте тогда еще одну карту достану. Я скажу так, что если это что-то новое, определенно нужно воспользоваться этим шансом. Факт. У кого-то, посмотрите, личная жизнь. Решить вопрос даже очень сложный по личной жизни. Но с каким-то альтернативным подходом это факт. А это по вашей части, потому что ваш знак зодиака символизирует интеллект. Однако карты ведь говорят о паре. Поэтому это, знаете, как двое на одной волне. Хотя, хоть и карты говорят о паре, король пентаклей, королева пентаклей, а энергии ведь разные. Может быть, вот вам нужно как побыть, да, где-то отчасти консерватором, но не консерватор королевы пентаклей. Она та, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Вот вам какой-то порядок нужно отстроить по десятке. Пентакли – это точно, как новая организация жизни. И она рассчитывает сама на себя. Она вот эту сказку, она умеет притворить в быль или превратить свою мечту в какую-то реальность. Вот, видимо, вам еще придется пройти какие-то шаги, потому что это не происходит быстро по королеве Пентаклей. Но эта карта говорит, если ты что-то правильно рассчитаешь, то у тебя все получится. И более того, ну, как высшие силы вам помогают, шанс какой-то будет. Что в личной жизни, давайте узнаем. Ну, сама фортуна. Нечего добавить, да, и всегда эта карта говорит, как удача сейчас на вашей стороне. Для тех, кто в паре, не буду доставать. Тут взаимопонимание, десятка пентаклей, а тут еще десятка кубков, мои дорогие, и взаимопонимание. Поэтому были сложные вопросы, можно их решить. И если это было связано с детьми, ну или какая-то история, может быть, перекликается с тем, что ребенок, может быть, даже взрослый вам тут что-то скажет, вы будете за него радоваться. Может быть, это и для вас откроет какую-то перспективу. Вот вы знаете, вам тут на что-то надо соглашаться и что-то не упустить. Вот это факт. Ладно, давайте посмотрим для тех, кто один или одна. Возможно ли знакомство, хотя по колесу фортуны точно. Возможно. Возможно, новое знакомство, хотя по этой карте нам говорят, тут не замечтаться, потому что здесь будет, знаете, как знакомство через эмоции. И эмоции будут такие, что вас может кто-то на эти эмоции как вывести, и вы окажетесь в такой ситуации, вы будете кого-то долго ждать. Давайте еще спросим, возможно ли новое знакомство. Тут как по судьбе. Поэтому будьте реалистами. Будете реалисты, мои дорогие. Личная жизнь начинается именно с эмоций. У кого-то может быть любовь с первого взгляда, не исключаю. Мы, конечно, все разные, но буквально карта Иерофант – это как по судьбе какая-то встреча может быть. Карта Иерофанта вам дает даже совет. Сразу Таро совет идет, что ты сразу проясняй на берегу. Готов этот человек, ну, не просто как эмоции, а насколько он может быть тебе надежным другом. Или насколько долгие могут быть продолжены ваши отношения. Насколько он с тобой честен, искренен. Насколько он готов не просто так вот какие-то встречи, эмоции, любовь, а насколько он готов заботиться о тебе. Сама по себе забота, участие проходит по аркану Иерофант. Насколько он готов, может быть, заключить брачный, к примеру, договор или перенести не просто вот, то, что высказано в эмоциях, а перенести это на бумагу именно, оформить, может быть, отношения. Для кого-то из вас стремительное развитие отношений я тоже не исключаю. Но помните, что первое значение у нас все-таки было змея, и мы все разные. Для тех, кто в сложных отношениях. Но по четверке пентаклей здесь ничего не меняется. Каждый хочет сохранить. И помириться можно. Вот правда, вам фортуна помогает, какая бы ни была сложная история, прояснить, проговорить важные темы, глядя друг другу в глаза
искренне. Сепарация только иллюзия, вот правда. Старшие арканы, посмотрите, причем такие, как действительно, как по судьбе. Я не говорю, насколько это долго будет что-то продолжаться, но, по крайней мере, февраль-март, тут явно могут быть важные беседы, откровенные, от сердца, от души, которые помогают понять друг друга лучше. Что ждет вас в работе? Деньги. Успех ждет. Финансовый эквивалент. Но карта будет опять девятка говорить, что где-то бы неплохо было, тут как будто деньги сами по себе. Значит, это какие-то взаиморасчеты могут быть, но с учетом именно номера карты девятка, преддверие перемен. Поэтому ну, нас как будто бы все устраивает или, по крайней мере, складывается все неплохо. Но с учетом перемен будьте внимательны, потому что тут вот мы именно удерживаем заданные позиции. А если будут перемены, ну, они не с вами связаны, а, может быть, с обстоятельствами. То есть это вот либо окружение, либо что-то на работе, да, будет. Поэтому держите руку на пульсе. Но именно теперь у вас возможность для кого-то и найти работу, но для кого-то может быть и так, что я не хочу ничего, потому что у меня сейчас меня все устраивает. Но карта вам тоже дает подсказку. Ведь Уран все дробит, ваша планета, управитель. И поскольку есть такое качество планетарное, да, поэтому тоже, можем сказать, совет, тем более перемены. Был один источник заработка, а будет лучше, если два. Может быть, для кого-то из вас это даже работа на дому, удаленная работа. Может быть, это работа, которая через ваше творчество. У кого-то из вас вообще, ну, будем говорить, особенно для тех, кто занимается своим личным делом или ведет бизнес, здесь какие-то приятные бонусы будут. Как говорят, да, в жизни, в бизнесе, точнее, не бывает выходных, случаются праздники. Вот у вас какой-то праздник на кону, то есть вы будете видеть, зачем все это нужно, или, знаете, как плоды труда своего, вот именно в более материальном эквиваленте. Вы тут сами можете быть чем-то вдохновлены. Но, может быть, не лишним будет сказать, что, в принципе, февраль. Мы не меняем резко работу, не уходим с работы, иными словами, хлопнув дверью. И мы не рушим взаимоотношения. Мы делаем выводы, это да. Может быть, еще какие-то последующие действия, но это будет чуть позже. Делать выводы и строить планы на будущее– это шикарно. Что-то изучать, брать новые направления, новые высоты, да, намечать себе планы, составлять– тоже хорошо. Но сказать, что вот так вот резко, как-то безапелляционно, нет, пока этому не время, но это как совет от звезд, можно сказать, от астрологии. И, что ждет по финансам? А вот, может быть, поэтому нам и говорят, вот деньги где-то конец февраля, начало марта. Они у вас точно будут. Но явно нужно приготовиться к переменам, потому что, вполне вероятно, если мы смотрим на март, с заходом на март, то есть вы будете ресурсны где-то конец февраля, начало марта именно в финансах или как бы по работе, но дальше может быть какая-то, ну, история, которая будет связана со спутанной информацией, или когда вокруг вас будут происходить какие-то перемены, когда люди могут менять быстро свое мнение. Вот почему вам нужно эти ресурсы или вашу сильную позицию сохранять. Ведь это всегда карта информационного хаоса и недостатка, недостатка взаимопонимания. Давайте узнаем, а что это такое вообще? Когда вы можете начать опять в чем то сомневаться. Вы просто можете оказаться в ситуации, когда люди будут говорить вам, ну, какие-то такие вещи, которые вы не ожидали от них услышать. Вы можете столкнуться с такими людьми, которые вам будут что-то обещать, но ничего не будут делать. Вы можете столкнуться даже просто с восприятием человека, ну, конкретный какой-то человек воспринимает вас как-то по-своему. И, по идее, это не имеет значения, обе карты ни о чем, да? Но вы почему-то это можете принять до души. И, вы начнете сомневаться. Тут самое главное- не сомневаться. Да, вот тут посмотрите. Пусть это будет как карта предупреждения. Предупрежден и защищен, и вооружен. Поэтому вы столкнетесь вот с какими-то мелочами, когда либо кто-то говорит:
заведомо запутанную какую-то неправильную информацию. Ну, может быть, и не заведомо, может быть, не имеет он там коварный план, но вы можете столкнуться с такими людьми, которые сами по себе ненадежны. Когда утром пообещали, к вечеру забыли, а вас не предупредили. И вы будете сидеть, вот как будто теряя время, мои дорогие. Вы можете надеяться на какого-то человека, который не откликнется. Так вот, вам еще предстоит какой-то важный вывод сделать. Именно вывод. Пятерка кубков, как отпускай какие-то эмоции, нам говорят. Не надейся на кого-то, надейся сам на себя, водолей. И над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. То есть не сразу вот эти перемены происходят. Будет еще тот момент, когда по деньгам вы себе скажете спасибо, может быть, как вторичному доходу, вторичному заработку или тому, что вы, ну, как подушку безопасности себе по финансам создали. Так что же будет в марте в финансах? Да, тут какая-то история будет завершаться. Может быть, то, что я сказала, мы пока не ломаем, не рвем ни работу, ни отношения. Ну вот явно по финансам какая-то тут перестройка. Тебе придется как будто подождать. Подождать или, может быть, знаете как? У кого-то могут деньги задерживаться в марте. Но и здесь, знаете, могут быть перемены, которые связаны, ну вот как у нас эпоха цифровизации, да, это может быть связано с тем, что не работают какие-то, ну, системы взаиморасчета. Или вам потребуются какие-то дополнительные документы. Тут явно ведь мы ищем истину, и мы ее находим. Вот тут почему-то это у вас на финансы, когда какая-то вот именно перезагрузка возможна. Но вам как будто будет помогать ваш близкий человек. Вот почему, может быть, да, личная жизнь, я бы сказала, мои дорогие любимые водолеи, для вас как, ну, это основная точка вашей безопасности. Может быть, это и вопросы вашего дома с семьей, да, с детьми. Но тут явно есть какой-то человек, который будет вас поддерживать и вам помогать. Поэтому не поссориться, потому что у кого-то может даже быть банально. Настояли на своем, да, и друг друга не поняли. Или когда вам сказали, вот змея опять же выпала, сплетни услышали. И получается так, что и расстроились, и надумали там непонятно чего. Потом ожидали, что человек какой-то другой первый, может быть, откликнется. А он не откликнется, он тоже, может быть, обиделся. Поэтому вот предупрежден, вооружен. Здесь для вас будет важна в марте месяце чья-то помощь. Поэтому выстраивайте отношения правильно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я благодарю вас за вашу поддержку, за вашу помощь, за то, что вы мне пишете душевные, добрые комментарии, смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки в описании под видео. А также переходите на телеграм-канал. Буду вам искренне рада. И я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.